Добрый день, друзья! Сегодня отвечаю на ваши вопросы. Рубрика «Вопрос в копилку». Вика Сайту, наверное. А гуматами в керамзите есть смысл поливать? И как вы их разбавляете? Можно ли смешать с удобрением? Я гуматами фаленопсисы не поливаю. Я поливаю гуматными вот такими удобрениями. Чаще всего котлеи, дендробиумы, дендрофаленопсисы. Вот они очень хорошо откликаются на такие удобрения и ростом, и цветением. А фаленопсисы я чаще поливаю, я уже не раз показывала, неважно какая фирма. Ну, вот у меня сейчас я использую растворин. Равное содержание азота, фосфора и калия плюс микроэлементы. Для фаленопсисов я использую такие удобрения, потому что по гуматам, есть такая информация, и даже на сайте, по-моему, производителях, у одного из производителей я читала, что гуматами вообще не стоит увлекаться, и поливать ими орхидеи лучше всего раз в 2-3 месяца. Поэтому я для фаленопсисов их не использую, использую только для... чаще всего для котлей. Вот котлеи просто идеально цветут после этих удобрений, но тоже использую их раз в месяц всего. Елена Зверева задает вопрос. Орхидея растит сразу 2 листика. Развитие их идет синхронно, но они расположены перпендикулярно остальным, то есть развернуты на 90 градусов. Листики пока 5-6 сантиметров. Но может это сигнал о последующем цветоносе из точки роста? Да, вполне возможно. Но цветонос из точки роста... У меня есть такая орхидея. Ей примерно 1,5 года. Сначала пошло 2 вот таких листика. Потом вырос большой листик. Потом оказалось, что это вся орхидея, все вот эти листики на вот такой цветовой ножке. Как будто это детка. Вот эта цветовая ножка. Первый цветонос был из точки роста. Второй цветонос пошел рядом. И вот эти цветоносы продолжают расти, 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 доращивать бутончики. Деток пока никаких не видно. Причем орхидея очень сильно наклонилась из горшка, но я не хочу ее сейчас пересаживать. Не потому, что она цветет, а потому что смысла в этом большого нет. От нее можно дождаться только детку или очередного цветоноса. Посмотрите, понаблюдайте. Вот этот цветонос вырастал очень долго. Она сначала выпустила эти 2 листика, остановила рост, и потом только через 2 месяца продолжила вот эти 2 листика маленьких и сразу выпустила цветонос. Поэтому потерпите, понаблюдайте. Вполне возможно, что это цветонос из точки роста. Лена Науменко просит сделать обзор орхидей за моей спиной, чтобы рассмотреть поближе. Вы знаете, эти все орхидеи, которые находятся за моей спиной, они отцветают. Не очень хочется делать обзор. Их сейчас зацветет что-то по-новому, там очень много цветоносов. Как только зацветут... Я делала в этом году обзор на всех полках, когда они вот были в полном цветении, было это красиво. Пройдите, посмотрите, ссылочку я оставлю в правом верхнем углу экрана. А цветашки я не люблю показывать. Елена, не прочту на латинице, что написано, но в конце стоит 1, 2, 6, 5. Если у вас орхидея ваниль, потому что очень скудная по ней информация, по составу грунта и по всем... У меня нет орхидеи ваниль. Ни разу не видела у нас ни в одном из магазинов. Вот воочию орхидеи я эту не видела. Говорили, что привезли в одном из Леруа была какая-то картинка, быстро разобрали, опять не увидела. Предлагала Камелия привезти нам такой орхидеи, но цена была заоблачная.
никто не согласился, и мы не получили этой орхидеи. О том, чего у меня действительно нет, рассказать я не могу. Если приобрету, да, есть такое желание приобрести эту орхидею. Но если приобрету, обязательно расскажу. Вопрос от Елены 789. Объясните, пожалуйста, что происходит с корнями в горшке? После просыхания некоторые корешки серебристые, а некоторые остаются зеленые, даже немного сморщенные. Они могут пропасть. Не могу разобраться, как поливать. Одни серебристые, другие зеленые. Орхидея с февраля не пересаженная цветет. Есть торфстакан, поливаю по краю горшка. Боюсь переувлажнить и пересушить. Пересушить никогда не бойтесь. Орхидея лучше выдерживает просушку, чем перелив. Торфстакан, и торфстакана бояться не надо. Жила же орхидея год, два, три с этим торфяным стаканом, проживет. Поливаете по краю горшка, торфстакан вы не заденете. То, что касается зеленых и светлых корешков, ориентируйтесь на светлые корешки. Если орхидея не пересажена, то велика вероятность того, что на этих зеленых корнях просто присутствуют водоросли. В какой-то момент она, может быть, пока не попала к вам, была сильно переувлажнена. И вырос вот этот зеленый налет из водорослей. У меня тоже бывают такие орхидеи. Вот она и просушена, вот уже и корешок вроде хороший, а она зеленая. Это водоросли. Ориентируемся на светлые корешки, которые вы видите вот такие. Оксана Матвиенко задает вопрос. Как вы относитесь к поливу орхидеи, разведенной перекисью, и протиранию листьев этим раствором? Никак не отношусь. Я никак не отношусь к перекиси водорода для полива именно корней. Можно перекисью водорода закрыть срез, если мы срезаем цветонос. Если мы отрезаем листик, можно обеззаразить перекисью. Но перекись никак не работает. Но это из области не поможет, но и не повредит. Вы просто делаете листики чистыми, но на эту чистоту может сразу прийти какой-то грибок. То есть не растут от перекиси корни. Это просто фейк. Вот сейчас это называется фейк. Хорошее название, бабах, все посмотрели. Ну, по сути, вообще бесполезное занятие поливать орхидею перекисью и протирать листиками. Протрите просто чистой водой. Этого будет достаточно, если вы хотите протереть ее от пыли. А в остальных случаях, опять же, не поможет и не повредит. Бессмысленное занятие, я считаю. Это мое мнение. Вы можете найти информацию, почитав, не посмотрев блогеров, а почитав какие-то научные статьи, и вы поймете, что это не нужно этим заниматься. Лариса Горелик задает вопрос. Сколько времени растет детка до взрослого состояния? Если у вас дома года 3-4. Если вы покупаете орхидею в размере 1,7, это детка орхидеи считается, тоже 3-4 года. Если будете стимулировать гормонами, стероидами, вы на следующий год ее вырастите в более или менее большое растение, но потом, что будет с вашей орхидеей, сколько она проживет после этого, неизвестно. Я в прошлом году покупала деток маленьких, вот одна из них, в прошлом году в августе, одна из этих орхидей, вот ей будет в августе год. Зацвести я ей не дам, даже если она выпустит цветонос. Это тоже для нее губительно. В лучшем случае это будет в следующем году, вот еще и год расти. Она только-только начала расти хорошие листья. Но у меня есть орхидея, которую я тоже покупала в размере 1,7. Капризна, называется Мила.
не буду приносить ее показывать, что с ней только не случалось. И подгнивала, и сбрасывала листья. Вот ей почти 4 года. Она примерно в таком же состоянии. Она только-только начала расти. Большие листья. Если детка растет на цветоносе с материнским растением, то велика вероятность, что и с мамой она может зацвести. И потом, если вы ее дорастите до хорошего, до такого большого состояния, она у вас может зацвести через год. То есть это будет такое полувзрослое растение, а не малышок, которого мы покупаем вот совсем маленький. Поэтому детка, детки рознь. У меня есть еще, сейчас вам скажу, эсме. Принесу, сейчас покажу. Вот он. Вот это материнское растение. А вот это на материнском растении 2 детки. Детки растут. Ей год всего, как я ее купила. Детки растут великолепно. Материнское растение не растет на данный момент. Детки цвели в этом году, было 3 цветоноса. С мамой детки растут великолепно. И с мамой им можно давать цвести. Детки бывают разные, растут по-разному, от года до 5 лет. А если детки на срезанных цветоносах, это самые-самые капризные детки с очень плохой приживаемостью, выживаемостью. Вообще очень сложные детки. Такую детку вырастить — это очень долго и очень сложно. Но это из разряда растения забавы. Мы пытаемся это сделать, бывает и получается. Но пока стоят позади меня эта колбочка, наверное, больше месяца, как мы поставили цветоносы, не буду вам показывать их, там ничего не происходит. Вот как стояли, так и стоят. Ничего нет. Нет пока никакого движения, поэтому показывать их бессмысленно. И еще один вопрос от Оксаны Матвиенко. Не объединила их, очень жаль, могла сразу вместе все ответить. Как я отношусь к биогумусу и калиевой селитре? Ну, про биогумус я уже сказала. Калиевая селитра. Вот так она у нас продается. Это азот и калий. Если вы действительно не можете ничего купить, кроме этой калиевой селитры, то можете, конечно, воспользоваться. Почему нет? Азот для роста, калий для цветения. Но для цветения я чаще пользуюсь вот этим удобрением, потому что здесь нет азота. Здесь фосфор и калий. А фосфор очень хорошо растит корни, а калий нужен для цветения. А в момент роста растения, я уже показала вам в предыдущем ответе, я пользуюсь любым удобрением с равносодержащим азотом, фосфора и калий плюс микроэлементы. Это весь комплекс, который нужен для роста орхидеи. Ответила на большое количество, у меня прямо на 3 листах, вопросы по содержанию в аномальной жаре. Вчера вышло видео, перейдите, посмотрите, я там подробно рассказываю. Единственное, что я хотела добавить к тому видео, спрашивают, как же ухаживать за реанимашками. Реанимашки в этот момент не должны стоять на подоконнике, должны стоять в комнате. Можете их все те же самые, в комнате под освещением, все те же самые мероприятия делать, какие вы и производите с реанимашками. И если у вас аномальная жара, неделю или 10 дней, опять же, ничего не произойдет с реанимашкой. Она потихонечку, или эта вода у нее испарится, или она потихонечку выпьет сама. Все то же самое. Нина Круглова. У меня орхидея Mystic Golden Leopard. Вырастила огромные листья, большую корневую систему, долго не цвел после магазинного цветения. В апреле выпустил большой длинный цветонос, и такого я еще не видела. Этот цветонос не формирует цветочные почки, а из цветочных пазух растет маленькие-маленькие листочки. Цветонос прекратил свой рост,
а цветочков так и не дождались. Вот это может быть все от того, что производитель применял большое количество гормонов. Кривые листья, нестабильность какая-то. Когда у вас эта орхидея, срежьте этот цветонос. Или подождите, вдруг из какой-то почки может продолжиться цветение. Попробуйте удобрять, вот убрала, попробуйте удобрить ее вот таким удобрением. Это удобрение для цветения. То, что происходит после гормонов, мы с вами не предотвратить, не убрать, никак это не можем. Вот когда орхидея проживет у вас дома год-два, и вы ее начнете сначала удобрять равноценными удобрениями, о которых я всегда говорю, а потом монофосфатом, вот тогда ждите хороших цветоносов, которые будут цвести и формировать бутончики. А сейчас это все еще старые дрожжи, гормоны, которые применял производитель. Галина Рябинин спрашивает. Наверное, есть другие причины гибели растений. Не сразу, а постепенное ухудшение за год или два. Обратила внимание на яркое освещение ваших орхидей. Да, я вам оставила под вашим вопросом ссылочки на видео, где можно посмотреть, как замерить освещение, какое освещение нужно для орхидей. Не знаю, у меня орхидеи есть. Одной орхидеи 18 лет, другие орхидеи у меня живут по 10 лет. Если вы их действительно не пересаживаете за год, за два, они растут в этом покупном горшке, тогда может быть ухудшение. Во-первых, орхидея израстается, то есть нижние листики она все равно будет отсушивать. Она живет так в природе. Она забирает от них что-то, отсушивает. Корни вот эти, которые вылазят из горшка. То есть орхидею просто нужно пересаживать. Не бывает ухудшения за год, за два. Если вы ее вовремя пересадили, омолодили, она может прожить очень долгое время. А вот если в том же самом горшке, тогда да, тогда видимое такое ухудшение орхидеи происходит. Но она на бок падает, лысеет ее ствол, поэтому нет, не бывает такого. Ухаживайте правильно за орхидеей, омолаживайте ее вовремя. Она всегда вас будет радовать и цветением, и своим ростом. И большое вам спасибо. Вы пишете, что вы живете в Тель-Авиве, а о моем канале узнали из Канады. Могу вам сказать, что в Израиле есть большая группа любителей орхидей. И я переписываюсь с жителями Израиля. У вас есть хорошие центры, у вас можно купить грунт. Ну, грунт в смысле кору. Можете выписать, в Израиль приходят химикаты из Украины. И если вам интересно, напишите какой-нибудь, напишите мне под этим видео, да, интересно, я вам дам ссылку на интернет-магазин, в котором вы можете выписать, и вам точно придет. Потому что я знаю от жителей Израиля, они выписывали в этом интернет-магазине, им все пришло. Тот же самый Максим и Привикур. То есть напишите какой-нибудь пост, я вам обязательно отвечу. Татьяна Анашина спрашивает, стоит ли реанимашкам делать парник. Я никогда не делаю. У меня был аквариум, в котором был парничок, который я закрывала плексом, таким стеклом, там давала возможность воздуху туда пройти. И как я только убирала из парничка орхидеи, они просто не могли приспособиться. То есть если вы в парнике держите орхидеи, вы потом должны потихоньку ее как-то доставать там на сантиметр, на 2, на 3. А если вы ее сразу из одного содержания перенесете в другое, очень велика вероятность ее гибели. У меня ни разу так не получилось. Вот в парнике они росли замечательно, переносишь в обыкновенную комнату, все. Ей не хватает влаги, ей не хватает еще что-то. Сложно орхидеи, тем более реанимашки,
сразу потом приспособиться. Поэтому это сложное занятие сделать парник, а потом перенести ее в то место, в которое вам бы хотелось. И часто погибают орхидеи от этого. А если, не дай бог, на вашей реанимашке есть какая-то хоть маленькая точечка, ну, какого-то загнивания или какой-то гнили, которую вы не можете определить, вот есть на ней или нет, то в парнике это может просто дать толчок к росту этой гнили. Поэтому я никогда так не делаю. Я беру вот такой узкий сосуд и ставлю в глубину туда. Но это не парник. Здесь просто влага снизу проходит через корни орхидеи, через листики, и все. И очень успешно все это получается. Ольга Кринишина целый рассказ написала, что она уехала на 2 недели. Приехала, цветочки завяли, опустили свои головки. У меня кора. Конечно, я пролила водой. Вот здесь, если вы уехали на 2 недели, надо было замочить их, чтобы кора набрала водички. И за 2 недели она спокойно тогда отдавала влагу корням. Если вы просто пролили, сделали проливом, то просто не хватило немного влаги. Но у одной орхидеи все-таки, когда уезжала, обрезала цветоносы с цветами. И пожалела об этом впоследствии. Потому что орхидеи, которые приехала и полила, сразу восстановили и листики тургор, и внешний вид восстановили цветочки. Ну вот это к рассказу о том, что пересушка для орхидеи, просушка, менее губительна, чем переувлажнение. Ну подскажите, что нужно сделать для того, чтобы орхидея пустила новый цветонос? К сожалению, я не знаю, в каком регионе вы находитесь, потому что после цветения постарайтесь полить орхидею равноценным удобрением, для того, чтобы она набрала жизненных сил, чтобы ей было из чего взрастить цветонос. То есть ей нужны микроэлементы, азот, фосфор, калий. Она должна восстановиться после цветения. А после этого на разнице температур обычно я это делаю или весной, или осенью, когда у нас отключают отопление. Но весной реже, чаще осенью, чтобы получить зимнее цветение. Я поливаю опять все тем же удобрением монофосфат калий. Вот это удобрение именно для цветения. Только не забывайте о том, что прежде чем орхидею стимулировать к цветению, ей надо дать возможность восстановиться. А восстанавливаем мы обычно равноценным удобрением любой фирмы. Не обязательно вот то, что я показываю, просто у меня здесь это стоит. Любой фирмы равноценное удобрение и обязательно с микроэлементами. Нужно поливать ее вот таким, чтобы она вырастила листики и корни месяца 3-4. Потом стимулировать к цветению. Все ссылочки на видео, я в прошлом году все это подробно рассказывала, все ссылочки на видео оставлю под видео, потому что в правом верхнем углу не всегда все ссылки помещаются. Под видео будут все эти ссылки. Супер Тайнай спрашивает точно об этом, как заставить орхидею зацвести. Может, не совсем вопрос в тему, подскажите, как заставить зацвести орхидею. Вот я только что рассказала об этом. Все ссылочки, все смотрите под видео. Уже ответила на этот вопрос. Светлана Пинекер. Оп, пришел помощник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все, помощник опять пошел показывать себя в камеру. Помощник, ложись и не мешай. Нет, все, все, вот здесь ложись. Давай, ложись. Все, помощник угомонился. Все, лежи, вот теперь лежи и не мешай, пожалуйста. Светлана Пинекер.
не может понять, что у нее происходит. С корнями, с листьями проблем нет, а проблема с бутонами. Орхидея набирает бутоны совсем рядом друг с другом. Для распускания этих бутонов нет места, получается все в кучу. Орхидеи цветут. Когда цветут, я их не подкармливаю. На подоконнике они не стоят, а наоборот убираю подальше от окна. Посоветуйте, что делать? Ну, во-первых, вы убираете орхидеи от окна. А там есть у вас освещение, которое было бы достаточно для того, чтобы орхидеи могли формировать бутоны или цвести. У меня такое бывает, но бывает только, когда орхидея, вот легата, бывает только тогда, когда она основные первые цветы свои сбросила и дорастила цветонос. Вот тогда, видите, рядышком, вот они, все эти бутончики рядышком, и действительно получается букет в куче. Здесь может быть несколько причин. Вот этот цветонос стоит на западном окне, солнца там не бывает никогда. И вот эти цветочки, они получаются вот так выше лампы. Освещение у меня ниже этих бутонов было. То есть она росла вот просто свет от окна. Никакой подсветки для этих бутонов не было. Поэтому она их собирает в кучу. Ей настолько не хватает света, что она их растит рядом. Это первая причина. Вторая причина, если орхидея не была хорошо накормлена в период роста, она хочет выпустить эти бутончики, да, там продолжить свое цветение, а ей просто не хватает микроэлементов, азота, фосфора, калия, ну, в общем, то, что ей нужно для жизни, потому что действительно в момент цветения мы их не удобряем. Ей просто не хватает жизненных сил. Так что может быть две такие причины. Если вы ее убираете от света, ей действительно очень сложно расти без какого-то освещения. Лариса Лорочка спрашивает: орхидея отсушила нижний листик, сушила целый месяц, он отпал. И вот что сделать с остатками, сухими остатками на шее. Убирать неудобно, ну, там, если керамзит или кора, как это сделать так, чтобы не поранить орхидею. Они действительно, вот эти листики, они деревенеют, они становятся очень сухими. И отрывать их от орхидеи, ну, конечно, не нужно. Нужно каким-то щадящим способом. Вот каким я щадящим способом пользуюсь. Опять же, на этой орхидее, если вам сейчас будет видно, сделаю так, чтобы было видно. Вот осталась сухая часть. Вот она действительно деревянная сухая часть на вот этом листике. Не вот это, а вот она. И вот эта часть, вот она тоже засохла. Что можно сделать? Взять воду. Ой, кисточку не промыла, она была немножко в Максиме, но не страшно. Это не самое страшное, потому что буду мазать вот эту сухую часть. Вот так сухую часть немного намазать водой. И вот там еще сухая часть есть. Так. И вот еще сухарик такой. Ни в коем случае, конечно, не надо кисточку мазать Максимом. У меня случайно получилось. Пусть постоит какое-то короткое время. А потом при помощи пинцета и секатора мы безболезненно снимем этот листик. Пока отмокает листик, я отвечу на другой вопрос. Маша Пашкова спрашивает:
У меня есть дикий кот, который цветет уже год. Очень много воздушных корней, но проблема с листиком. Выпустила лист и не раскрылся, а остался у основания скрученным в трубочку. А из трубочки листа вылез следующий лист, очень маленький. Опять, это все гормоны. Когда просто растет листик и не открывается, вот видите, закрытый лист. Вот плоский закрытый лист. Я не трогаю. Не лезу туда ни иголочками, ничем. Он дорастет до нужного ему состояния и откроется сам. Если лист скручен, у меня была такая орхидейка, и как-то в рассказе о гормонах я показывала несколько орхидей скрученными, выкрученными листьями, там листьями разделенными пополам, с кусками какими-то, наростами на листьях. То есть, ну, лист разделен пополам, кусочек растет сюда, кусочек растет сюда. Это все проявление гормонов. Если у вас точка роста не нарушена, то следующий листик будет маленький, следующий листик будет побольше. У меня была такая орхидея, которая сантиметров 5 нарастила вот таких малюсеньких сантиметровых листиков. Сейчас просто она изросла уже, сбросила эти все листики, она потом засушила этот листик, вот эти маленькие все листики она засушила. И теперь стала нормальным растением. Но просто должно пройти время. Точка роста не нарушена, все хорошо. Да, цветет ваш котик, будете поливать его с удобрениями, все листики, все восстановится, не волнуйтесь. Давайте попробуем снять лист. Во-первых, любой сухой лист, даже если он у вас плотно прижат к орхидее, нет у меня такого сейчас. Поставить надо так, чтобы было. Вот орхидея отсушивает лист, но ему буквально сохнуть осталось тут 2 дня, поэтому я его просто сейчас сниму. Любой лист, когда мы убираем, мы его разрываем на 2 половинки, потому что рост листа есть в одну сторону и в другую. Он как бы обнимает ствол орхидеи. Поэтому, когда мы стараемся снять такой листик, сухой уже сухой когда. Для чего я вам показала секатором? Потому что я секатором делю листик на 2 половинки и одну часть тяну в одну сторону, видите, сложно. Здесь придется еще и цветоносик подрезать, потому что не дает возможности. Цветонос старый, сухой, поэтому немножко задела корень, но сейчас я его просто капну перекисью водорода на него. Нет, это не страшно все. И я его разрезала пополам, но не попала в серединку, поэтому еще делаю один надрез. Теперь это убирается в эту сторону, а эта часть снимается в эту сторону. И последняя часть тоже вот в ту сторону снимается. Придерживаю орхидею, чтобы не двигалась она. Вот так снимается лист с этой орхидеи. И сейчас мы посмотрим, насколько у нас отмякли эти части. Если сразу не стало таким более влажным, еще раз намажьте водичкой. Опять подрезаем. И растягиваем в разные стороны. Смотрим, в какую сторону растет она. Но всегда придерживайте орхидею. Так.
Не размяк он сильно. Может быть, придется его вот такими маленькими кусочками доставать. Такое тоже часто бывает. Конечно, всегда удобнее снять такой листик, когда он вот отвалился, только отвалился такой листик, и снимаете. Он еще такой влажный там остается, поэтому легче снимается. А вот такие сухарики, конечно, снимаются сложно. Причем нужно корни не поранить, поэтому такие почти хирургические вмешательства. Ну вот все. Керамзит туда. Вот так незатейливо можно справиться с сухими листиками на орхидеи. На сегодня это все. Жду новых ваших вопросов. До новых встреч. Увидимся на канале.